Как часто вам приходит в голову мысль о том, что вы теряете время? Или то, что вы упускаете какие-то возможности? Или то, чем вы занимаетесь, не имеет никакого смысла? И то, что вы должны делать что-то другое? Или то, что вы слишком много думаете вместо того, чтобы делать? Или у вас есть какой-то знакомый, который живет гораздо более насыщенной и вообще успешной жизнью, у него гораздо больше интересных событий, историй, и то, что вы абсолютно ничто по сравнению с ним. Так вот, нахрен все это. Я уже искренне ненавижу все эти высказывания о том, что нужно быть продуктивным, ценить каждую минуту, проживать каждый день как последний, не упускать все шансы и возможности, которые тебе дает жизнь. И, на мой взгляд, все это делает настолько более несчастными и заставляет ощущать даже какую-то неполноценность по сравнению с другими людьми. И вообще интернет, который сейчас просто наполнен всякими классными моментами из жизни всех людей, делает ощущение того, что наша жизнь не такая классная, не такая насыщенная и не такая интересная, как у других. Хотя на самом деле те люди, которые выкладывают эти моменты, живут примерно такой же жизнью, как и мы сами. Все это не заставляет меня что-то менять в моей жизни или делать ее интереснее, насыщеннее, а скорее только заставляет чувствовать то, что ты какой-то неполноценный и с тобой что-то не так. И то же самое у меня было в школе, когда я был довольно полным, и мои друзья называли меня жиробасом, или в походе меня даже прозвали лососем, но от этого я не бежал заниматься спортом или не переставал есть сладкое, а я скорее только закрывался, чувствовал какую-то неполноценность и то, что со мной что-то не так, но я ничего не делал. Это меня не мотивировало и не побуждало менять мою жизнь. Справедливости ради, конечно, стоит сказать о том, что есть, наверное, два основных типа людей, и первый из них это какие-то тормоза, которые знают о своих проблемах, знают о том, что нужно делать что-то в жизни, но как-то вообще не спешат. И вот им действительно стоит прислушиваться ко всем этим советам и как-то использовать свою жизнь продуктивнее, начинать заниматься собой и так далее. Но есть и второй тип людей, которые, в принципе, понимают все и что-то стараются делать, но все время ощущают вот это беспокойство того, что они делают недостаточно, то, что они не используют каждую минуту по максимуму, то, что они не проживают каждый день как последний, и их молодость, их студенчество уходит и никогда не вернется. И я, скорее всего, отношусь именно ко второму типу людей, и раньше я всегда думал о том, что я зря время теряю на учебе, и я все равно не буду этим заниматься в будущем, или то, что я занимаюсь чем-то, что не имеет никакого смысла, и нужно что-то менять, и нужно менять в себе, нужно менять вокруг, нужно менять этот мир, и то, что у меня куча упущенных возможностей, и мне уже столько лет, а я ничего не сделал. Стоп. Все это забивало мою голову и заставляло нервничать, и избавиться от этого я смог только когда услышал такое простое правило. И звучит оно без спешки, без пауз. Очень просто. И означает оно только то, что если я чем-то начинаю заниматься в своей жизни или хочу преследовать какую-то цель, я не стараюсь максимизировать каждую секунду своей жизни и теперь начать двигаться в эту сторону. Я спокойно приступаю к этому делу и понимаю, что в течение года или, может быть, даже 5 лет я смогу достичь результата, который не навредит моему личному счастью, здоровью умственному и всем другим сферам моей жизни, а позволит и достичь результата, и остаться счастливым на протяжении всего этого пути. Мы постоянно переоцениваем то, сколько мы можем сделать за короткий промежуток времени, за несколько дней, за месяц или даже за полгода, но мы недооцениваем то, сколько мы можем успеть за год, 5 или за 10, и осознание этого помогло мне сильно расслабиться и просто стать спокойнее. На эту тему есть очень классная и наглядная история, которую я услышал от Дерека Сиверса. Он какое-то время жил в Лос-Анджелесе и очень любил кататься на велосипеде по побережью. И обычно, выходя на свою прогулку, он старался давить максимально на педали и вообще выжимать все из этого велосипеда, возвращался домой весь вспотевший и красный, и его велопрогулка занимала ровно 43 минуты. Но однажды, выйдя в очередной раз покататься, он понял, что больше не хочет давить на педали, больше не хочет потеть, и просто хочет насладиться этим вечером, насладиться видом вокруг, океаном, пляжем. И, собственно, так все и было. Он ехал спокойненько, и, вернувшись домой, в абсолютно прекрасном расположении духа, без красного лица и без всего вот этого пота, который градом по нему обычно струился, он заметил, что на часах всего лишь 45 минут, то есть 2 минуты сделали всю разницу в двух поездках. И первая из них, которая выжимала просто все соки из него и оставляла после себя ничего, кроме красного лица. И вторая, которая позволила насладиться этим вечером, насладиться этим моментом и вернуться домой в прекрасном расположении духа. И в жизни все абсолютно так же. Вам не обязательно жать по полной и стараться успеть все в какой-то короткий промежуток времени. Вы вполне можете позволить себе делать что-то медленнее, размереннее, чтобы сохранить ваше эмоциональное и физическое состояние,
не выжив себя за какой-то короткий промежуток времени, чтобы потом не впасть вообще в депрессию и совсем опустить руки, что вы что-то не успели или просто от чего-то устали. Поэтому нахрен все эти переживания, живите так, как вам хочется, так, как вам нравится. Возьмите тот темп в жизни, который устраивает лично вас. Не обращайте внимания на все эти цитаты и на все эти высказывания, поскольку они вообще могут не гармонировать с тем, какой вы на самом деле человек. Конечно, я не говорю это для тех, кто совсем ничего не делает. Я скорее говорю для тех, кто слишком много переживает, что он делает недостаточно, что он теряет время впустую, то, что он упускает возможности и то, что жизнь уходит сквозь его пальцы. На мой взгляд, жизнь не обязательно измерять в том, сколько вы успели за нее сделать, или какой вклад внесли в человечество, или какой след после себя оставили. Гораздо важнее остаться счастливыми по мере вашего пути и найти то, чем вам действительно нравится заниматься в том темпе, в котором вам комфортно. И тогда все точно будет хорошо.